Первый PlayStation подарила нам целую эпоху игр, и вместе с ней пришел настоящий ужас. Слабая графика того времени сегодня может показаться примитивной, но именно она создавала особую атмосферу страха. Размытые текстуры, темные коридоры и жуткие звуки заставляли сердца замирать, а воображение дорисовывало все, чего не хватало на экране. В этом видео я собрал 15 самых мрачных и страшных игр на PlayStation 1, которые смогли напугать тысячи игроков и до сих пор остаются культовыми. Overblood, 1996 год. Если говорить о самых первых попытках создать полноценный трехмерный survival horror на PlayStation, то Overblood занимает особое место. Игра вышла в 1996 году, всего через пару месяцев после первого Resident Evil. И хотя она не получила такой же славы, Overblood стала важной вехой для жанра. История начинается с пробуждения главного героя по имени Рас Карсдейл. Он выходит из криокамеры в засекреченной научной лаборатории, но не помнит, кто он такой и почему оказался здесь. Это сразу создает атмосферу неизвестности. Игрок в буквальном смысле просыпается вместе с персонажем в странном и враждебном месте. С первых минут ощущается тревога, холодные металлические коридоры, звуки работающих машин, тусклый свет ламп. Все выглядит так, будто здесь совсем недавно что-то пошло не так, и весь комплекс превратился в смертельную ловушку. Со временем Рас встречает других персонажей, и становится ясно, что он оказался втянут в опасный эксперимент, связанный с генной инженерией. По мере продвижения игрок открывает все больше деталей в этой темной истории. Overblood использует комбинацию экшена, исследования и головолома. Игрок управляет не только Разом, но и двумя другими персонажами, между которыми можно переключаться для решения задач. У каждого из них есть свои особенности. Кто-то сильнее, кто-то быстрее, кто-то может пролезть в узкие проходы. Это добавляло глубины, в отличие от Resident Evil, где игрок ограничен одним героем. Здесь вы действуете как команда. Но у игры был серьезный минус. Боевая система выглядела довольно примитивно. Основной упор делался именно на исследовании и загадки. Главное оружие, которое пугает в Overblood, это не монстры, а атмосфера. Здесь нет бесконечных волн врагов, нет привычных зомби, но есть ощущение изоляции и клаустрофобии. Огромный научный комплекс кажется мертвым, но при этом постоянно создается впечатление, что кто-то наблюдает за вами из темноты. Тишина в игре играет особую роль. Музыка используется редко, и это усиливает тревогу. Любое движение, любой шум механизма или шаг героя воспринимается как нечто жуткое. Добавьте к этому странные документы, которые игрок находит по пути, намеки на жуткие эксперименты и постоянное понимание, что Рас вовсе не случайная жертва, а часть чего-то большего. Overblood не стала хитом. Многие критики в 90-е отмечали неровную анимацию, деревянные диалоги и слабую боевку. Но несмотря на это, игра оставила след. Для своего времени это был настоящий эксперимент, который показал, что жанр survival horror может развиваться в разных направлениях. Silvilot, 1995 год. Silvilot — это не экшен и не RPG, а хоррор в жанре point-and-click квеста. Игра вышла в 1995 году, еще в эпоху, когда жанр квестов был невероятно популярен. Но Silvilot отличался тем, что совмещал привычные элементы классического квеста с по-настоящему мрачной атмосферой ужаса. Главный герой прибывает в маленький шахтерский городок под названием Silvilot, чтобы найти пропавшего ребенка. На первый взгляд город выглядит обычным, но очень быстро становится ясно, что что-то с ним не так. Жители ведут себя странно. Улицы кажутся пустыми и безжизненными, а атмосфера словно дышит скрытым ужасом. По мере продвижения игрок раскрывает историю города. Оказывается, что это место проклято. Его жители связаны с демоническими силами. Здесь переплетаются темы Дикого Запада, древнего проклятия и готического хоррора. Разработчики сделали акцент на том, чтобы даже привычные декорации выглядели пугающе. Бар, шахты, церкви
Все наполнено мраком и ощущением надвигающегося кошмара. Сильви-Лот построен по правилам квеста 90-х годов. Игрок передвигается между локациями, общается с NPC, собирает предметы и решает загадки. Но в отличие от привычных логических задачек, здесь все подано в мрачном ключе. Например, можно встретить мутировавших жителей города, столкнуться с демонами или найти страшные следы ритуалов. В игре есть диалоги, где неправильный выбор может привести к гибели персонажа. Важно отметить, что Сильви-Лот предлагает несколько концовок, и от действия игрока зависело, удастся ли спасти ребенка или история закончится трагически. В свое время Сильви-Лот не получил широкой известности. На фоне громких хорроров, вроде Resident Evil, игра выглядела нишевой. Ее критиковали за сложные и порой нелогичные головоломки, а также за низкий бюджет. Но сегодня Сильви-Лот воспринимается как редкая жемчужина. Это хоррор, который предлагает другой опыт, медленный, атмосферный и мистический. Игра интересна тем, что разработчики сумели совместить квест и ужасы, создав уникальный мир, который до сих пор способен напугать своей мрачной атмосферой. Иру, 1998 год. Если западные хорроры 90-х годов делали ставку на монстров и мутантов, то японские разработчики пошли совсем иным путем. Они сделали упор на психологический страх, мифы и атмосферу жуткой неизвестности. Одним из таких проектов стала игра Иру, вышедшая в 1998 году эксклюзивно для японского рынка. Это не классический survival хоррор в духе Resident Evil или Silent Hill. Иру — это визуальная новелла с элементами хоррора, которая предлагает игроку медленно, шаг за шагом погружаться в атмосферу японских школьных легенд. Действие разворачивается в старой школе. Сюжет начинается привычно. Группа учеников оказывается втянутой в странные события. Сначала происходят мелкие необъяснимые вещи, но постепенно они перерастают в настоящую череду кошмаров. Игра сразу напоминает классические японские фильмы ужасов вроде «Звонка» и «Проклятия». Здесь нет обилия крови или экшена. Страх создается за счет нагнетающей атмосферы, таинственных звуков и тревожных событий, которые с каждым шагом становятся все более мрачными. Школьные коридоры, классы, темные лестничные пролеты – все это привычные декорации, но именно их разработчики превратили в пространство ужаса. Игра отлично играет на страхах, близких каждому японцу. Школьные суеверия, проклятия, история о призраках, обитающих в коридорах после заката. Для западного игрока это может показаться непривычным, но именно в этом кроется ее жуткая уникальность. Galerians, 1999 год. Если говорить о психическом ужасе и хорроре будущего, Galerians занимает уникальное место на PlayStation 1. Игра вышла в 1999 году и сочетала в себе элементы survival horror и научной фантастики с ярко выраженным психологическим подтекстом. Главный герой — мальчик по имени Риан, который внезапно просыпается без памяти. Он обнаруживает, что обладает психокинетическими способностями, может поднимать предметы силой мысли, вызывать электрические разряды и даже управлять чужими разумами. Однако мир вокруг него небезопасен. Люди вокруг начинают вести себя странно, превращаясь в жутких мутантов. А за Рианом охотится могущественная корпорация, проводящая эксперименты над людьми. Сюжет игры построен на темах генной инженерии, власти и моральной ответственности. Атмосфера густая и напряженная. Разрушенные лаборатории, пустые коридоры, приглушенное освещение и тревожная музыка усиливают ощущение безысходности и надвигающейся опасности. Galerians отличается от традиционного survival horror, потому что здесь нет привычного оружия. Основное оружие игрока — психокинетические силы. Игрок изучает способности Ри, которые развиваются по мере прохождения игры. Сражения с врагами требуют тактики. Кроме того, игра мастерски использует тему трансформации человека в чудовище. Враги часто выглядят как искаженные человеческие существа, что усиливает дискомфорт и страх. Galerians не стала массовым хитом,
но получила признание фанатов жанра за оригинальный подход к survival horror. Это одна из первых игр, где главным оружием стал разум и психическая сила, а не пистолеты и гранаты. Атмосферу и сюжет оставляют сильные впечатления, а графика и анимация для конца 90-х были впечатляющими. Сегодня Galerians воспринимается как культовая игра на PlayStation 1, особенно ценная для тех, кто ищет необычный психологический хоррор, где игрок погружается в темную, научно-фантастическую историю. Hell Knight, 1998 год. Hell Knight — это уникальный survival horror на PlayStation 1, который сочетает ужас замкнутого пространства, напряженную атмосферу и психологическое давление. В Японии игра вышла под названием Dark Messiah, а в других регионах получила название Hell Knight. Она сразу выделялась среди других хорроров тем, что делала акцент на прохождении в тесных коридорах с постоянной угрозой смерти. Сюжет начинается с катастрофы. Неизвестный вирус превращает людей в жутких мутантов, и цивилизация рушится. Главный герой оказывается в огромной подземной системе туннелей под Токио. Эти лабиринты не просто проходы, они темные, узкие и полны опасностей. Игрок встречает другого персонажа, которого нужно сопровождать через туннели. Это делает Hell Knight особенно напряженный. Герой слаб, и любое столкновение с монстрами смертельно опасно. Атмосфера создается с помощью темноты, звуков шагов, скрипящих дверей и далеких нечетких криков. Каждый туннель кажется бесконечным, а лабиринт живым, будто сам город хочет поглотить персонажей. Hell Knight осталась малоизвестной на Западе, но ее ценят фанаты жанра за уникальную атмосферу. Она демонстрирует, как хоррор может работать не через оружие и экшен, а через дизайн пространства и психологическое давление. Игра стала эталоном ужаса замкнутого пространства и вдохновила многие последующие проекты, где страх создается тесными коридорами и ограниченной свободой передвижения. Сегодня Hell Knight — это культовая находка для ценителей хоррора, где каждый шаг может стать последним, а напряжение не отпускает до самого конца. Thing's not gonna die unless I shoot it 2 or 3 times. Куделка, 1999 год. Куделка — это игра, которая сочетает психологический хоррор, мистику и элементы японского RPG. Она выделялась на фоне других игр PlayStation благодаря необычному подходу к жанру. Здесь страх переплетается с исследованием, тактикой и развитием персонажей. Действие Куделка разворачивается в 1898 году в зловещем замке в Англии, полном тайн и сверхъестественных существ. Главная героиня — Куделка Фонтейн, молодая девушка с психическими способностями, которая приезжает в замок, чтобы расследовать странные события. Замок полон призраков, монстров и мистических явлений. Каждый уголок скрывает опасность, а встреча с врагом может быть смертельной. Атмосфера создается благодаря темным коридорам, скрипучим дверям, странным теням и тревожной музыкой. Сюжет повествует не только о борьбе с чудовищами, но и о трагедии и тайнах прошлого, что усиливает напряжение и психологический эффект. Куделка объединяет исследования, пошаговые бои и элементы РПГ. Игрок управляет Куделкой и ее спутниками, исследуя замок, решая головоломки. Бои происходят в пошаговом режиме, но с элементами тактики. Необходимо правильно распределять атаки, использовать психические способности и управлять ресурсами. Исследование мира включает сбор предметов, изучение записок и взаимодействие с персонажами, что помогает раскрыть сюжет и найти пути прохождения. Эта комбинация делает игру более глубокой, чем обычный survival horror. Страх здесь переплетается с планированием действий и исследованием. Игра пугает не только монстрами, но и чувством одиночества, загадочности и тревоги, которые не отпускают ни на минуту. Куделка получила признание за оригинальный сюжет, атмосферу и необычное сочетание жанров. Сегодня Куделка ценят фанаты PlayStation 1 как уникальный опыт,
где хоррор раскрывается через историю персонажей и тактический геймплей, а не только через монстров и тьму. Echo Night, 1998 год. Echo Night — это психологический хоррор с элементами приключения, где страх создается не монстрами, а духами, тишиной и мистической атмосферой. Действие Echo Night разворачивается в старом особняке, полном тайн и призраков. Главный герой — мужчина, который оказывается в этом доме, чтобы расследовать исчезновение своего дяди. Особняк таит в себе множество сюрреалистичных и пугающих событий. Странные звуки, внезапно открывающиеся двери, тени, движущиеся по коридорам, и призрачные фигуры, появляющиеся без предупреждения. Сюжет постепенно раскрывает трагические события прошлого, смерть, предательство и секреты семьи, что усиливает атмосферу мистического ужаса. Echo Night сочетает исследование и решение головоломок с элементами хоррора. Игрок свободно перемещается по особняку, открывает двери, ищет предметы и подсказки. Основная механика — это взаимодействие с призраками. Игрок должен понять, что хочет дух, и помочь ему успокоиться. Бои практически отсутствуют. Угрозу создает невидимая сила, психологическое давление и неожиданное появление призраков. Игра учит наблюдательности и внимательности. Любой звук, движение или световой эффект могут быть подсказкой или предупреждением от скрытой опасности. Echo Night получила признание за уникальный подход к хоррору. Она доказала, что страх может создаваться без кровавых сцен и экшена. Сегодня Echo Night ценят как культовую атмосферную игру, где хоррор строится на тишине, тенях и человеческой психологии. Dino Crisis, 1999 год. Dino Crisis — это survival horror от создателей серий Resident Evil, но с уникальной особенностью. Вместе с зомби здесь динозавры, которые делают игру непредсказуемой и напряженной. Сюжет разворачивается на секретной научной базе, где ученые экспериментируют с возвращением динозавров. Главная героиня — Джилл Валентайн. Она отправляется на миссию, чтобы расследовать исчезновение ученых и предотвратить катастрофу. Атмосфера игры сочетает классический хоррор и элементы научной фантастики. Темные коридоры и лаборатории создают чувство изоляции. Огромные динозавры внезапно появляются из-за угла, ломая спокойствие. Музыка и звуковые эффекты усиливают тревогу, особенно когда слышны шаги или рык динозавров. Каждое столкновение с динозавром может стать смертельным, что делает атмосферу постоянного напряжения. Dino Crisis сочетает классический survival horror с более динамичными боями. Игрок исследует локации, собирает оружие и боеприпасы, решает головоломки. Основная угроза — динозавры, которые обладают быстротой, силой и непредсказуемостью. Некоторых динозавров невозможно победить обычным оружием, приходится избегать их и планировать путь заранее. Благодаря этому геймплей становится напряженным и непредсказуемым, а каждая новая встреча с динозавром вызывает адреналин. Dino Crisis стала культовой благодаря смелому смешению хоррора и экшена. Игра вдохновила многих разработчиков на создание динамичных survival horror игр с живыми опасными врагами. Она популяризировала идею использования живых монстров вместо зомби, сохранив при этом атмосферу тревоги и напряжения. Сегодня Dino Crisis ценят как классический хоррор PlayStation 1 с акцентом на страх и адреналин, где игроку важно не только стрелять, но и думать, как выжить. Nightmare Creatures, 1997 год. Nightmare Creatures — это survival horror с элементами экшена, где страх и напряжение создаются не только атмосферой, но и быстрыми опасными врагами. Игра известна своими жуткими монстрами, темными улицами Лондона и готической стилистикой. Сюжет разворачивается в Лондоне в конце 19 века, охваченном хаосом и тайными экспериментами.
Главный герой пытается остановить доктора Себастьяна Крума, превратившего людей в ужасных существ. Город окутан туманом, узкими улочками и древними зданиями, что создает неуютную и напряженную атмосферу. Каждый угол может таить врага, а страшные крики и внезапное появление монстров держат игрока в постоянном напряжении. Nightmare Creatures сочетает экшен и survival horror. Игрок сражается с разнообразными монстрами, используя оружие ближнего боя и огнестрельное. Враги быстрые и агрессивные, что делает каждый бой непредсказуемым. Исследование города включает сбор предметов, поиск ключей и решение простых головоломок. Геймплей держит в напряжении благодаря сочетанию непредсказуемых атак врагов и ограниченных ресурсов, а динамика сражений создает эффект адреналина. Главный источник страха — это монстры и атмосфера Лондона. Жуткие создания с уродливыми лицами и острыми когтями могут появиться внезапно. Узкие улицы и темные переулки усиливают чувство клаустрофобии. Музыка, звуковые эффекты и крики жертв создают постоянное чувство угрозы. Игра пугает не только визуально, но и психологически, заставляя игрока бояться каждого угла и каждого шага. Nightmare Creatures оставила заметный след в жанре хоррора. Она вдохновила разработчиков на создание страшных и атмосферных экшен-хорроров. Сегодня фанаты ценят ее за мрачную атмосферу, пугающих монстров и напряженный геймплей, который не отпускает до конца. Parasite Eve, 1998 год. Parasite Eve — это survival horror с элементами RPG, известной глубокой атмосферой, напряженными боями и необычным сюжетом, основанным на научной фантастике и биотехнологиях. Сюжет разворачивается в Нью-Йорке, где главная героиня Мэй Аркут сталкивается с таинственной женщиной по имени Эй, которая способна контролировать микроорганизмы внутри людей, превращая их в смертоносные существа. Атмосфера игры строится на сочетании городских улиц, таинственных лабораторий и кошмарных событий. Звуки города смешиваются с тревожными музыкальными темами, создавая ощущение надвигающейся опасности. Монстры появляются внезапно, нарушая спокойствие и заставляя игрока постоянно быть настороже. Сюжет постепенно раскрывает биологические эксперименты и мистические способности Эй. Parasite Eve объединяет пошаговые бои RPG с элементами survival horror. Игрок исследует локации, собирает предметы и взаимодействует с окружением. Бои происходят в реальном времени с возможностью приостановки для выбора действий, что делает их напряженными и тактическими. Мэй использует оружие и специальные способности для борьбы с мутантами и монстрами. Parasite Eve стала культовой благодаря уникальному сочетанию хоррора и RPG. Игра вдохновила разработчиков на создание страшных и атмосферных RPG с элементами хоррора. Она показала, что хоррор может быть не только о монстрах, но и о научной фантастике, угрозе биологии и психологии персонажей. Сегодня Parasite Eve ценит за глубокую атмосферу, сюжет и напряженный геймплей, который держит игрока в страхе от начала и до конца. «Один в темноте. Новый кошмар. 2001 год». «Один в темноте» — это атмосферный хоррор, где игрок исследует зловещие особняки и мрачные локации, сталкиваясь с мистическими угрозами. Игра сочетает классический survival horror с современным на тот момент графическими эффектами и сложными головоломками. Сюжет игры переносит игрока в мир темных сил и мистических артефактов. Главный герой — Эдвард Карнби, частный детектив, расследующий исчезновение известных личностей и странные события, связанные с паранормальными явлениями. Игрока ждут особняки, заброшенные дома и темные улицы, которые создают ощущение страха и изоляции. Свет и тени играют ключевую роль. Игрок должен использовать лампы и фонари, чтобы увидеть путь и обнаруживать врагов. Музыка и звуковые эффекты усиливают напряжение и чувство опасности. «Один в темноте» сочетает исследования, головоломки и боевые элементы. Враги — это как физические, так и мистические создания, от которых невозможно полностью спрятаться. Основной упор делается на решение головоломок и стратегическое использование ресурсов, поскольку боеприпасов мало, а враги опасны. «Один в темноте» считается важной вехой в жанре survival horror.
Игра сочетает классические элементы хоррора с современными графическими эффектами PlayStation, что делает ее визуально впечатляющей. Она вдохновила множество разработчиков на создание атмосферных хорроров с головоломками и ограниченными ресурсами. Сегодня игра ценится за сильное чувство страха, мрачную атмосферу и продуманный геймплей. Clock Tower, 1996 год. Clock Tower — это survival horror с упором на страх, скрытность и атмосферу, где игроку нужно выживать, избегая опасного убийцы. Игра известна своей уникальной механикой преследования и психологическим напряжением. Сюжет разворачивается вокруг девушки по имени Дженнифер, которая оказывается в огромном особняке, населенном таинственными и опасными существами. Главная угроза — психопат с ножницами, который преследует Дженнифер на протяжении всей игры. Clock Tower отличается от других хорроров отсутствием боевой системы. Игрок исследует особняк, собирает предметы, решает головоломки и ищет пути спасения. Основная цель — избежать психопата с ножницами, используя скрытность, ловушки и укрытия. Некоторые сцены требуют быстрой реакции и точных действий, иначе герой погибает. Геймплей создает постоянное напряжение, так как игрок всегда уязвим и не может напрямую победить убийцу. Clock Tower пугает за счет психологической угрозы и постоянного преследования. Маньяк внезапно появляется в различных частях особняка, вызывая панические ощущения. Ограниченные возможности героя усиливают чувство безысходности. Атмосфера особняка, темные коридоры и жуткие звуки создают ощущение ужаса. Ужас здесь психологический. Игрок боится не столько монстров, сколько непредсказуемого убийцы и собственной беспомощности. Clock Tower стала культовой благодаря уникальному подходу к хоррору. Игра показала, что страх может строиться не на монстрах, а на исследовании и психологическом напряжении. Сегодня Clock Tower ценят за мрачную атмосферу, уникальный геймплей и непредсказуемый страх, который держит игрока в постоянной тревоге. Dracula Resurrection, 1999 год. Dracula Resurrection — это point-and-click квест с сильным упором на атмосферу ужаса и исследования, где игроку предстоит раскрыть тайны замка Дракула и пережить встречи с вампирами. Игра сочетает хоррор с интерактивным повествованием, создавая напряжение через исследования и загадки. Сюжет разворачивается в Трансильвании конца 19 века, куда главный герой приезжает, чтобы спасти похищенную женщину и столкнуться с самим графом Дракулой. Замок Дракулы темный, готический и полный ловушек, с множеством скрытых проходов и тайных комнат. Музыка, эхо шагов и внезапные звуки создают постоянное чувство тревоги и опасности. Игра строит страх через исследование и неизвестность, погружая в мрачный мир легендарного вампира. Основной упор сделан на взаимодействии с окружением и внимательное изучение локаций, так как враги появляются внезапно. Диалоги и скрытые подсказки помогают раскрыть тайны замка и предугадать опасные ситуации. Геймплей держит игрока в постоянной тревоге, поскольку каждая ошибка может привести к провалу и неожиданной смерти. Dracula Resurrection стала заметной игрой в жанре хоррора. Игра показала, как point-and-click квест может быть источником настоящего ужаса, используя атмосферу и сюжет. Сегодня фанаты ценят ее за мрачную атмосферу, увлекательные головоломки и классический готический хоррор, который держит в напряжении. Серия Silent Hill. Silent Hill — это серия психологических хорроров, известная своей жуткой атмосферой, глубокой сюжетной линией и уникальной подачей ужаса. На PlayStation 1 вышли первые две части, которые навсегда изменили представление о хорроре в видеоиграх. Сюжет первой игры вращается вокруг Гэри Смитера, который приезжает в загадочный город Silent Hill в поисках своей пропавшей дочери. Город Silent Hill окутан густым туманом, что ограничивает видимость и усиливает чувство страха. Музыка и звуковые эффекты создают психологическое напряжение, где каждый звук может означать угрозу. Монстры и кошмарные видения отражают психологическое состояние персонажей, добавляя глубину и необычность ужасу. Игрок постоянно ощущает изоляцию и безысходность. Silent Hill строит страх не только через монстров,
но и через психологический ужас, неизвестность и чувство тревоги. Игрок исследует заброшенные районы города, дома, больницы и мистические локации, собирая ключевые предметы и подсказки. Враги разнообразны, от зловещих существ до монстров, символизирующих страхи героев. Ограниченные ресурсы заставляют стратегически подходить к столкновениям с врагами. Серия Silent Hill считается эталоном психологического хоррора. Она задала стандарт для атмосферных и психологически напряженных игр, повлияла на множество разработчиков, вдохновив их создавать страшные игры с глубоким сюжетом и символикой. Сегодня Silent Hill ценят за необычный подход к ужасу, психологическую глубину и мрачную, непредсказуемую атмосферу, которая делает каждую часть уникальной. Серия Resident Evil. Resident Evil — культовая игра, которая положила начало жанру survival horror. На PlayStation 1 вышли 3 основные части. Это Resident Evil 1996 года, Resident Evil 2 1998 года и Resident Evil 3 Nemesis 1999 года. Каждая из игр развивала идеи предыдущей. Сюжет первой части вращается вокруг спецподразделения STARS, отправленного расследовать таинственные события в особняке под Ракун-Сити. Игрок сталкивается с зомби, мутантами и тайнами корпорации Umbrella. Resident Evil сочетает выживание, исследования и головоломки. Игрок исследует особняк, собирает ключи и предметы для продвижения по сюжету. Ограниченные ресурсы требуют тщательного планирования и осторожного обращения с оружием. Головоломки и скрытые тайны добавляют элемент логического мышления и интриги. После успеха первой части на PlayStation 1 вышли Resident Evil 2 1998 года, действия которой разворачиваются в Ракун-Сити. Здесь игрок может выбирать 2 персонажей. Игра добавила более открытые локации, систему сценариев и реиграбельность, сохранив атмосферу ужаса. В 1999 году вышла Resident Evil 3 Nemesis. Она усилила динамику и напряжение с помощью Nemesis, врага, который постоянно преследует игрока. Игра сменила акцент на экшен и постоянное выживание, сохраняя мрачную атмосферу. Эти 3 игры на PlayStation 1 вместе формируют классический опыт survival horror, эволюционируя от психологического ужаса первой части к динамическому и стратегическому выживанию во второй и третьей. PlayStation 1 стала родоначальницей множества легендарных серий, а ее хорроры и сегодня вызывают мурашки по коже. Эти игры доказали, что для страха не нужны современные спецэффекты. Достаточно темноты, напряженной музыки и чувства неизвестности. Надеюсь, этот топ напомнил вам, что именно PlayStation 1 заложила основы жанра survival horror и подарила нам незабываемые эмоции. Напишите в комментариях, какая из этих игр напугала вас больше всего. Подписывайтесь на телеграм-канал, который посвящен в основном ретро-играм. Там я часто выкладываю игры для ретро-приставок, в которые можно поиграть онлайн прямо на сайте. Ну а пока.